На этот раз мы сделаем необычную барную стойку. Ящик алкоголя, ведро эпоксидки, нестандартное решение. Все это в одном коротком ролике. Приятного просмотра. Для основы я беру вот такой дубовый слэп, или, говоря по-русскому, широкую необрезную доску. Ее мы и кладем на ЧПУ станок, при помощи которого будем калибровать. Для того, чтобы четко выровнять доску по всему периметру, я уже давно использую вот эту фрезу от CMT со сменными ножами. Действительно толковая фреза, впрочем, скоро вы все увидите сами. И так проход за проходом, слой за слоем, пока не получим идеально ровную заготовку. А когда мы имеем идеально ровную заготовку, начинаем декор барной стойки. Для этого берем ящик элитного и не очень алкоголя, ну как ящик, пакет, вернее ящик, который поместился в пакет, а затем раскладываем хаотично. Я старался расположить их таким образом, чтобы бутылочки перекрывали сучки и другие изъяны дерева. Конечно же, алкоголь — это зло, а как известно, со злом надо бороться. Но я предлагаю оставить это дело для профессионалов. Естественно! Когда все лежит на своих местах, я делаю фотографию. Следующим этапом отрисовываю каждую бутылочку, для того, чтобы в дальнейшем сделать выборку в дереве. При помощи спиральной фрезы и ЧПУ делаем ниши под бутылочки, отталкиваясь от фотографии, которую сделали ранее. Как вы видите, каждая ниша индивидуальна и сделана под конкретную бутылочку, мензурку, фуфырик, чекушку, как их только не называют. Если какое-то из названий я пропустил, жду в комментариях. Теперь осталось убрать ворс и немного обработать края при помощи дремеля. Для того, чтобы равномерно отшлифовать вот такие сложные места, существует специальная машинка. Думаю, принцип ее работы понятен наглядно. Теперь столешница готова к заливке. Осталось подготовить наполнитель. Исходя из опыта, мы уже знаем, что стекло пропадает в смоле, точнее становится незаметным, а большинство этикеток пропитывается смолой и становятся непрезентабельными. Поэтому я решил защитить этикетки перед заливкой. Для этого надо покрыть их матовым лаком. Ну, не обязательно матовым, просто у меня под рукой был матовый. Но предварительно приклеить бутылочки, для того, чтобы не сдуть их воздухом. А теперь их можно смело задувать лаком. Кстати, матовый лак становится матовым по мере его высыхания. То есть после нанесения он идеально глянцевый, а после высыхания становится матовым. Вот вам наглядный пример. А пока глянцевый лак становится матовым, я занимаюсь опалубкой. Вы очень часто спрашиваете, что это за пластик, из которого я делаю опалубку. Конкретно это PET-пластик толщиной 1 мм. Очень удобная штука. Не надо возиться со скотчем и убивать кучу времени. Его я и кладу в основание опалубки. Затем на пластик кладу столешницу. И по контуру промазываю силиконовым герметиком.
Теперь осталось только перевернуть заготовку, и опалубка готова. В итоге я решил делать заливку вверх ногами, то есть нижняя сторона будет лицевой. Для того, чтобы бутылочки не торчали выше уровня дерева, проливаем первый слой, который даст нам запас по толщине и возможность еще раз откалибровать лицевую сторону. Теперь осталось дождаться, пока этот слой схватится. И, конечно же, это самое время послушать музыку или глянуть фильм. Алиса, что вышло из новинок в музыке? Включаю подборку «Громкие новинки месяца». Внимание, это не для детских ушей. Но чтобы иметь доступ и к тому, и к другому, приходится подписываться на стриминговые и музыкальные сервисы. Но с Яндекс.Плюс эта проблема решена. И теперь вы можете слушать музыку на Яндекс.Музыке и смотреть фильмы на Кинопоиск HD по одной подписке. Конечно же, выгоднее оплачивать одну подписку и получать музыку, кино и сериалы, чем оплачивать несколько отдельных подписок на музыку и кино отдельно. К тому же, при подписке на Яндекс.Плюс можно слушать музыку и подкасты в высоком качестве без рекламы и офлайн. Ну а Кинопоиск HD позволит вам смотреть в высоком качестве без рекламы более 7000 сериалов и фильмов по подписке Яндекс.Плюс. Лично я оценил эту удобную подписку и смело ее рекомендую вам. А для того, чтобы убедиться, по нашему промокоду вы получите 90 бесплатных дней пользования. Так что не медлите и переходите по ссылке, которая закреплена в описании. А мы продолжаем. Алиса, давай поработаем. Не царское это дело работать. А пока я развлекался с Алисой, первый слой высох, и мы расставляем бутылочки по своим местам. Теперь главное не перепутать, какая ниша под какую чекушку. Но спустя час вроде разобрались и крепим фуфырики вот таким образом, при помощи термоклея, для того, чтобы они остались на своих местах после заливки. В итоге нам надо сделать 3 слоя, и для этих целей отлично подходит состав под названием Crystal Epoxy от Artline, поскольку слой заливки небольшой, а высыхает она за сутки, что отлично нам подходит. Ее я и подкрашиваю синим красителем, слегка. Тут наглядно видны разводы, это и есть разница двух компонентов. Так вот, смолу надо перемешивать до тех пор, пока такие разводы не пропадут, а затем перелить в новую чистую тару и еще раз хорошенько перемешать. Только тогда смола будет соответствовать всем заявленным характеристикам. Этот слой я решил заливать таким образом, чтобы заполнить ниши ровно до середины бутылок, для того, чтобы в итоге получить задуманный эффект. Этим я и занимаюсь. Для профилактики убираю пузырьки при помощи фена и оставляю так на сутки. На следующий день убираю палки-прижималки и готовимся к следующему финальному слою. Снова берем Crystal Epoxy, но на этот раз подкрашиваем ее посильнее и посинее. В итоге имеем вот такой цвет. Теперь надо заполнить ниши до краев. Спустя 2 часа, когда смола стала более густой, я добавляю белый краситель и делаю такие разводы при помощи зубочистки. В итоге, после того, как мы перевернем барную стойку, эти разводы должны так неплохо выглядеть и подчеркивать контур бутылок, которые пропадают в прозрачной смоле. И по идее, эти разводы должны снова придать им объем. Но все это в теории, так как большинство моих роликов это эксперименты, которыми я охотно делюсь с вами. В дальнейшем будет решаться вопрос с подсветкой, отталкиваясь от того места, где будет стоять эта барная стойка. Тогда я и залью финальный слой, для того, чтобы спрятать бутылочки, которые торчат выше уровня дерева. На следующий день разбираем опалубку.
целом становится понятно, получился ли задуманный эффект. Определенно получился. Теперь осталось только откалибровать лицевую сторону. Для этих целей идеально подходит эта фреза. Она не скалывает эпоксидку, и после нее останется только отшлифовать поверхность. Ну и покрыть прозрачным лаком в финале. Обязательно пишите ваше мнение, да и вообще оставляйте побольше комментариев. Это помогает в продвижении ролика, что очень важно при создании такого контента. Спасибо и добра от топора.